В контексте, поставок вооружения в Украину, всех так взволновала новость об отставке Бориса Джонсона. Поначалу, были опасения, что премьер-министр новый, который придет на смену Джонсону, будет уделять меньше внимания Украине, меньше выделять поддержки для Украины. Сейчас, судя по всему, эти опасения уже как бы не так актуальны. Все понимают, что претенденты на роль премьер-министра, все-таки тоже переживают и заботятся об этой проблеме. Но почему-то очень заметно, что российские пропагандисты прямо ликуют по поводу этой отставки. Они ее обсасывают, они пишут там различные шутливые посты и всячески радуются, как будто бы ожидают, что Великобритания про Украину забудет. Как вы думаете, почему это происходит? Это же какая-то откровенная глупость. Российским пропагандистам надо по какому-то поводу радоваться и что-то обсасывать, а то и отсасывать. Что они делают регулярно с большим энтузиазмом. Я не открою Америки, сказав, что существуют не фигуры в политике, хотя фигуры, конечно, тоже важны. Существует политика государства. Политика государства Великобритании, политика государства Соединенных Штатов Америки заключается в том, что Украине надо всемерно помогать для того, чтобы сломать позвоночник этой варварской российской агрессии и этому государству варварскому, фашистскому. Поэтому кто бы ни был на посту, Джонсон или кто-либо другой, политика Великобритании от этого не изменится. Это не Россия, где пришел Путин, одна политика, пришел другая политика. Нет. Это институции, это государственные институты, это все серьезные истории на самом деле. Но я хочу сказать, что Украина, конечно же, очень благодарна лично Борису Джонсону, и я не перестаю об этом говорить. Огромное спасибо от лица всех украинцев за то, что он сделал, за его историческую миссию, что он сделал для нашей страны. А в плане экономического давления на Россию нет ли ощущения, что Запад постепенно может все больше соглашаться на какие-то уступки ради собственных экономик? Потому что есть вот последняя громкая новость про Канаду, которая передала Германии турбину для Северного потока. По сути, ради этого пошли на послабление собственных санкций. А есть пример, например, Литвы, которая вообще ни на какие уступки идти не хочет и очень жестко настроена по отношению к Путину. Вы знаете, Запад про Путина и про Россию после 24 февраля уже все понял. Да, есть огромное количество российской агентуры, которая работает на Западе не только как лидеры мнений, как журналисты и так далее, но и как лидеры государств. И мы это прекрасно понимаем. Мы же не можем утаить тот факт, что такие бывшие руководители Федеративной Республики Германии, как Шрёдер, или Франции, как Фион, являлись просто агентами влияния России. Их там еще немало. На Западе действующих агентов влияния России в руководстве целого ряда стран. Но тренд таков, что больше ни на какие уступки по отношению к России Запад идти не будет. Запад, коллективный Запад, понял, что если дать палец этому варварскому крокодилу агрессивному, он откусит всю руку. Договариваться с Путиным бессмысленно, он недоговороспособен, он врет, он не выполняет договоренности. Поэтому разговор с ним может быть только один, с позиции силы. И то, что украинские вооруженные силы сегодня, благодаря западному оружию и благодаря героизму наших защитников, вытворяют такое с живой силой и техникой противника, говорит о том, что Запад понял одно. Нужно дать Украине столько оружия, сколько ей необходимо, и Украина справится с этим агрессивным, повторяю, фашистским режимом.